Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот. С вами Артур, и сегодня на обзоре очередное пополнение. На выходных решил посетить местную барахолку, и вот такие банкноты я там купил. Ну а также выловил из оборота несколько интересных банкнот, которые в конце вам покажу. Давайте сейчас все по порядку и посмотрим. Так, первая банкнота. Бирма, 1 рупия, 1942 год. Японская оккупационная рупия или рупия марионеточного правительства Бирмы. С 1942 по 1945 годы японцы выпустили банкноты в 1, 5, 10 центов и 1 четвертая, 1 вторая, 1, 5, 10 и 100 рупий. Все оккупационные деньги были аннулированы 1 мая и изъяты из обращения в августе 1945 года после освобождения Бирмы от японской оккупации. Размер 140 на 67, лицевая сторона, храм Ананда в Пагане, буддийский храм в городе Паган, Мьянма. Один из самых крупных храмов Юго-Восточной Азии, сооружен в 1091 году и назван по имени одного из главных учеников Будды. Оборотная сторона, номинал в национальном орнаменте. Имеется водяной знак, повторяющиеся узоры. Есть две разновидности, которые различаются расстоянием между серийными литерами, расположенными в нижней левой и правой частях банкноты. В одном случае 6,9 мм, во втором 7,1 мм, а также есть различия по цвету бумаги. У меня первая разновидность, номер по каталогу 14А, 6,9 см между литерами и не совсем белая бумага. Следующая банкнота 10 рупий 1942-44 года. Банкнота не датирована, размер 160 на 77, лицевая сторона также храм Ананда и кокосовые деревья. Оборотная сторона, крупное изображение номинала 10. И здесь есть две разновидности, которые различаются высотой серийных литер, а также наличием водяных знаков. У меня первая разновидность, номер по каталогу 16А, высота серийных литер 8 мм и присутствуют водяные знаки, повторяющиеся узоры. Следующая банкнота. Мозамбик, 50 эскудо, 1970 года, с надпечаткой «Банк Мозамбика», выпуск 1976 года. 7 сентября 1974 года было подписано соглашение между португальским правительством и Фронтом освобождения Мозамбика Фрелимо о создании в Мозамбике Центрального банка и передаче ему активов и пассивов отделения Национального Заморского банка. 17 мая 1975 года принято постановление правительства о создании Банка Мозамбика. 21 июня 1975 года вышел указ правительства, определяющий, что банкноты Национального Заморского зарубежного банка номиналами 50, 100, 500 и 1000 эскудо остаются законным платежным средством до дальнейшего уведомления. На лицевой стороне этих банкнот нанесена надпечатка «Банк Мозамбика». Эти банкноты оставались законным платежным средством до введения 16 июня 1980 года новой денежной единицы мозамбикского метикала. Обмен производился 1 к 1. Размер 160 на 80, лицевая сторона, портрет Жоао Каутиньо, Жоао Антонио де Азеведо Каутиньо Фрагозу де Сикейра, политический деятель, колониальный и военный администратор португальской армады, генерал-губернатор колонии Мозамбик в 1905-1906 годах. Также португальский национальный герб. Оборотная сторона, логотип, печать Национального Заморского банка Португалии, на котором изображен парусник и текст. Банко Националь Ультрамарино и Лиссабон 1864. Банк основан в Лиссабоне в 1864 году в качестве эмиссионного банка для португальских заморских территорий. Имеется водяной знак, португальский национальный герб. Следующая банкнота. Германия, 5 марок, 1914 год. Судный кассовый знак Дарлинг Кассеншайн, выпуск 5 августа 1914 года. Первый выпуск. Было выпущено 3 номинала в этом выпуске, 5, 20 и 50 марок. Эмиссия Имперского долгового управления Германии, выпуск 5 августа 2014 года, необеспеченные золотом знаки, выпускавшиеся с началом Первой мировой войны.
Изъято из обращения 29 апреля 1924 года. Имеются 3 разновидности с 6, 7 и 8-значным серийным номером. У меня вторая разновидность, номер по каталогу 47Б, 7-значный серийный номер. Размер 125 на 80 мм. Оборотная сторона. Почему-то я начал с оборотной стороны. Мне показалось, что это лицевая, но нет, это оборотная. Обозначение номинала и аллегорический портрет Германии слева и справа. Также есть серийный номер. Водяные знаки есть. Бумага с водяным знаком. И с микротекстом. И защитными волокнами. Лицевая сторона. Обозначение номинала на фоне герба империи, дата и подписи. Следующая банкнота. Германия, 200 тысяч марок, 1923 год. Эмиссия Рейхсбанка германского государства. Имперские банкноты. Выпуск 9 августа 23 года. Это 5-й выпуск 23 года. В этом выпуске было выпущено 9 номиналов. 50 тысяч, 200 тысяч, 2 разновидности 1 миллион, 2 разновидности 2 миллиона, 5 миллионов, 10 миллионов и 100 миллионов марок. Имперские банкноты выпуска 9 августа 23 года, изъяты из обращения 5 июля 1925 года. Есть 2 разновидности. Первая с обозначением отдела печати в верхнем левом углу, вторая без обозначения. У меня вторая разновидность, номер по каталогу 100, размер 115 на 70, водяной знак отсутствует, лицевая сторона, обозначение номинала, герб и подписи, оборотная сторона отсутствует. Вот такие были банкноты с барахолки. Ну, если честно, покупать было особо нечего, решил с пустыми руками не возвращаться домой. Ну вот такие вот банкноты. Также, друзья, отложил себе несколько банкнот, которые попались мне из оборота. 50 рублей, модификация 2004 года, серия Я-Я. Дальше 50 рублей, тоже модификация 2004 года, номера подряд, в состоянии пресс, низкий номер. Дальше вот такая соточка попала. Модификация 2001 года. Маленькая, большая литеры. Вот. И отложил еще себе 2 сотки с интересными номерами. Модификация 2004. Здесь серийный номер 138,400. А здесь 945 4445. Ну, пусть полежат пока в моей коллекции. Сдать их всегда можно. Ну вот, друзья, такое было пополнение сегодня. Возможно, для кого-то оно покажется не совсем интересным, но для полноты коллекции нужны и такие не совсем интересные банкноты. На этом обзор подошел к концу. Ставьте свою оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Всем большое спасибо за просмотр. Всем желаю здоровья, добра и хороших пополнений. До новых встреч!